Milf! 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 Dude, hey, dude, what are you doing to her, dude? Oh my god, bro, dude. Всем привет. Добро пожаловать на шоу «Дичь», или как по-английски «Wildlife». Сегодня в выпуске Странно, почему Саню колбасит? Наверное, он выпил чаю, ему хана. Листая свою ленту как-то вечером, наткнулся вот на такой пост. Закройте глаза. Представьте хорошую игру. Представьте Devil Daggers с арт-стайлом и саунд-дизайном от Helix. Откройте глаза. Перед вами Dreamville. Мысли материальны. Купите ее. Devil Daggers? Helix? Надо брать. Трейлер выглядит более чем бодро, и по стилистике он мне напомнил недавнюю Raw Flash. Ну и по геймплею тоже все понятно, это рогалик. Рогалик. До этого я немного играл в Исака, и у меня набито почти 40 часов в BPM. Начальный экран встречает нас балдежным саундтреком. Обожаю игры, которые классно выглядят и классно звучат. Запрыгиваю в игру, нифига не понимаю, меня сразу же мочат. Ну ладно, я не гордый, заглянем в туториал. Туториал представляет из себя небольшую арену без врагов, на которой нас учат некоторым игровым механикам, а именно серфингу, который я так и не смог освоить, распрыжке, которые работают здесь так же, как и в Квейке. Упражнение распрыжка. Мы делаем присед, касаемся пола и собираем ноги. И использование инструментов. В качестве примера нам дают крюк, который на самом деле такая неудобная ерунда. Также в туториале можно почитать про врагов. Вообще враги в игре делятся на 3 типа. Это бегающие, летающие медленно и летающие быстро. Хороший туториал? Да нет, конечно. Про серфинг никакой полезной информации. Про распрыжку совсем чуть-чуть. Эх, родные чебоксары, бэхопим. Спустя пару часов тренировки, распрыжки, ради которой даже пришлось скачать Quake, запрыгиваю обратно на уровень и разношу все к чертовой матери. Офигеть! Хаб выглядит и звучит просто великолепно. Своим стилем он и правда напоминает Helix. Как мне поведал разработчик в своем дискорде, он вдохновлялся первой Diablo и Garage Bad Dream Adventure. А звучит-то игра как? Вы только послушайте.
хаб состоит из нескольких экранов. И блин, при переходе с одного на другой глючит управление. То есть если держать зажатые клавиши направления или бега, они не заработают после перехода на следующий экран до тех пор, пока ты их не отпустишь. Да, это мелочь, но блин, все точки интереса раскиданы по разным экранам. Этих точек интереса на самом деле не так-то уж и много. Справа стоят два челика, несут какую-то дичь. Если зайти в дверь, можно окунуться в исцеляющий бассейн. Кстати, внешний вид этого чела вместе с этим бассейном напомнил мне про Тургор, а именно про первых двух сестер. Ниже находится пустой экран, затем еще один челик, магазин, комната с лором, пустая комната, комната с челиком и комната с проходом к боссу. Чтобы открыть проход, нужно найти два ключа. Такой ключ может заспавниться в любой локации, а может и не заспавниться. Поскольку локации очень большие, для упрощения поиска этих самых ключей в магазине можно купить глаз, который будет как компас указывать на ключ. Глаз. К слову о магазине. Помимо глаза в нем можно приобрести дополнительное очко здоровья, в начале игры их всего 5, увеличить урон, чтобы не пришлось так неприлично долго ковырять этих тупых мобов, а также зелья с временными бафами. К сожалению, дальше игру приходится только ругать. Локации здесь представляют собой некую холмистую местность с редким включением каких-то бетонных сооружений, ну и представителей фауны. Вот, например, в первой локации есть грибы, на которых можно прыгать. В каждом мире свой набор из 3 врагов. Да, они отличаются внешним видом и паттернами атак, но по большому счету они все так же делятся на 3 типа, которые просто прут на вас бесконечными, даже не волнами, а просто спавном. После смерти каждый враг дропает кристалл, который потихоньку притягивается к игроку, играет роль как аптечки, восстанавливающей 1 хп, так и местной валюты, которую можно тратить в магазине и на проходы в другие миры. И это самое странное решение геймдизайнера за всю игру. Поощрять игрока за быстрое перемещение с помощью распрыжки, но при этом делать медленные кристаллы, в итоге приходится не носиться по всей карте, а тусить на небольшом пятачке земли, что делает и без того не очень веселый геймплей еще скучнее. И если раньше у этой игры был хотя бы шанс получить хорошую оценку, то последний гвоздь в крышку его гроба заколачивает отвратительное оружие. Игрок вооружен мечом, который при уровне здоровья 5 и выше еще и запускает проджектайл при атаке. Да не просто проджектайл, а самый медленный проджектайл в мире, которым хрен попадешь, учитывая, что игрок и враги носятся как угорелые. Если враг тебя коснется, ты теряешь здоровье, а вместе с ним возможность стрелять этим хоть и плохеньким, но все-таки проджектайлом, где приходится еще сильнее рисковать, пытаясь атаковать врагов в ближнем бою, и чаще всего это заканчивается плохо. А что насчет инструментов типа крюка, про которые нам рассказывали в туториале? Их можно найти вот на таких летающих платформах. Но блин, чтобы на них запрыгнуть, тебе нужно или использовать зелье, которое стоит дофига, или попытаться оттолкнуться от врага так, чтобы тебя подкинуло высоко вверх. То есть для этого нужно прям набраться скилла. Но зачем его набираться, не очень понятно. Ей-богу, геймплей ощущается прям дико дисбалансным. Рецензия! Как там? Рецензия! Нарисовано классно, саундтрек огонь, но играть в это говно невозможно. Вообще, знаете, важная часть в жизни каждого человека, и я подумала, надо сделать видео про и я решила зайти в Obsidian посмотреть. И когда я зашла, я поняла, так вот для чего мы заполняли эти графы. Introducing Apple Vision Pro. First ever 3D camera. And relive a memory as if you're right back in the exact moment.
Я помню, как ты позвонила преподу со своего факультета. And panoramas wrap around you, as if you're right where you took them. Ну, а что, есть какие-то две дырки? Да я в микрофон и дышу. Я надеюсь, там подавление шумов есть. Я надеюсь, нет. Кстати, судя по титрам в конце, игру делало всего 2 человека, причем с одинаковыми фамилиями. Смею предположить, что они братья. Вы же братья? Случай необычный, но не уникальный. Такая семейная студия, например, создала давным-давно видеоигру 3D Pets, в которую я играл в детстве. Про нее я расскажу как-нибудь в следующий раз.